Друзья, привет! Сегодня мы отправляемся в Азербайджан. Но остановимся мы не в Баку, а в городе Сумгаит и старинном приморском поселке Джурат. А в Баку мы специально поедем снять видео. Это путешествие для меня особенное. Здесь нас ждут море, семейные встречи, азербайджанское гостеприимство и места, связанные с молодостью некоторых людей. И наша поездка сразу начинается с семейного праздника. Сегодня маленькой девочке исполнилось 7 месяцев. В этой семье каждый месяц отмечают ее маленький юбилей. Собираются близкие, поздравляют малышку, накрывают праздничный стол и обязательно делают фотографии на память. Кажется, что 7 месяцев совсем маленькая дата, но именно из таких моментов и складывается семейная история. Присоединяйтесь к нам, покажу вам не только современный Баку, но и Сумгаит, и Мардакан, и поселок Джурат, глазами человека, возможно, для которого эти места наполнены личными воспоминаниями. Мы уже в центре Сумгаита. Это памятник мира. Когда мы говорим об Азербайджане, первым городом обычно называют Баку. Но всего в нескольких десятках километров от столицы находится другой город Сумгаит. Город не с простой историей, промышленным прошлым и совершенно другим характером. Сегодня мы покажем вам Сумгаит таким, каким увидели его сами, от современной набережной до тихого поселка Джурат у Каспийского моря. Сумгаит находится примерно в 30 километрах к северу от Баку на Абшеронском полуострове. Сегодня это второе по численности населения город страны после Баку. Первые упоминания об этой местности относятся к VII веку до нашей эры. А само название Сумгаит зафиксировано в источниках с 1580 года, когда здесь проходили крупные караванные пути. О нем, как о почтовом станции, также писал французский писатель Александр Дюма в 1858 году. А вот современный Сумгаит был основан в 1938 году. Его строительство прерывалось Великой Отечественной войной и возобновилось в 1944 году. А в 1949 году он официально получил статус города. На всесоюзную стройку съезжались молодые специалисты со всего СССР, из-за чего Сумгаит неофициально прозвали городом молодежи. В советский период город стал крупнейшим центром нефтехимии и металлургии, что в конце 20 века привело к тяжелой экологической ситуации. Сегодня этот кризис полностью преодолен благодаря модернизации. И город сильно меняется. Старые советские районы соседствуют с новыми жилыми комплексами, современной набережной, кафе, ресторанами, зонами отдыха у Каспийского моря. А монумент «Голубь мира» – это главная визитная карточка и официальный символ Сумгаита, изображенный на его гербе. Стилизованная бетонная скульптура олицетворяет стремление к миру, чистоту и развитие молодого города. Дата открытия монумента – 1978 год. Находится этот памятник на берегу Каспийского моря в парке культуры и отдыха имени Насими, прямо в створе улицы Мира. Здесь до сих пор работают десятки высокотехнологичных заводов, производящих медицинские маски, текстиль, стекло, трубы, кабели, азотные удобрения и полимеры. Продукция активно экспортируется по всему миру. Промышленное развитие позволило создать новые рабочие места. Число занятых граждан практически удвоилось, превысив 190 тысяч человек. При этом средняя месячная заработная плата в городе составляет около 850 манат. Это где-то примерно 450 евро. Но сегодня город уходит от образа исключительно рабочего центра. Активно развивается Приморский бульвар, а чистые ракушные пляжи Каспийского моря привлекают туристов в летний сезон. Раньше здесь это был фонтан, вот так вот вода бежала. Вниз, вниз, вниз. На первых этажах новых жилых комплексов находятся кафетерии, кафе, магазины. Особенно интересно посмотреть на город именно с набережной. Здесь хорошо видно, как промышленный Сумгаит постепенно превращается в современный приморский город, куда мы сейчас и идем.
При этом Сумгаит не просто туристический город, это прежде всего крупный промышленный жилой центр, где проживают сотни тысяч человек. В административную территорию также входят поселки Джорат и Гаджи Зейналабдин. Есть фонтан еще. Собаки дружелюбные, а значит сытые. У каждой есть свой чип. Местные жители сказали, что каждой уличной собаке делают прививки, поэтому их бояться не стоит. Сделаю небольшой обзор этого центра Сумгаита. Это будет важно очень для тех, кто здесь жил и уехали в другие страны. Если кто-то хочет увидеть конкретно какой-то район или улицу Сумгаита, напишите в комментариях, будет возможность, мы съездим и снимем. Красота. Город напоминает Турцию и внешне, и речью. Здесь же можно покататься и на лошадях. В прошлом видео о Мардакяне вам я рассказала про Есенина, как он здесь жил, написал персидские мотивы, а сейчас я хочу остановиться на Александре Дюма. Знаменитый автор «Трех мушкетеров» и «Графа Монте-Кристо» посетил Кавказ в конце 1858 года. На территории современного Азербайджана он провел около 10 дней. Побывал в Губе, Баку, Шамахе и Нухе, нынешние Шеки. Осмотрел дворцы, базары и написал заметки, которые легли в основу 13 глав «Впечатления о путешествии на Кавказ», изданных в Париже в апреле 1859 года. О путешествиях на восток Дюма мечтал давно, а поводом к нему послужило незначительное происшествие. Он познакомился с графом Кушелевым Безбородко, который пригласил его в качестве шафера на свадьбу своей своячницы в Петербург. Дюма с радостью согласился. «Мы посетим Кизляр, Дербент, Баку, достигнем, может быть, Персии, но наверняка поплывем Кавказом до Тифлиса», — говорил он. Тифлис в те времена называли Тбилиси. Дороги Александром Дюма руководили 3 увлечения. Дюма, этнограф, интересовался особенностями национального быта, экономики и культуры. Он узнавал новые блюда. Именно он привез в Париж рецепты шашлыка и варенья из роз с медом и корицей. Он собирал истории и легенд. Одна из них о снеге горы Шахдаг, что недалеко от Губы, легла в основу романа «Снежный ком». Впечатления о путешествии на Кавказ имели огромный успех и не раз переиздавались как в самой Франции, так и за рубежом. И в 1861 году книга была переведена на русский язык и выпущена в Тифлисе, Тбилиси. А позже она была издана в Нью-Йорке. 13 глав, посвященных Азербайджану, были переведены на азербайджанский Газанфаром Пашаевым и Гамидом Аббасовым и опубликованы в Баку в 1985 году. Так что путеводитель Дюма лег в основу открытого в Азербайджане туристического маршрута. Путешественники, желающие совершить поездку по следам Дюма, отправляются в путь из Дербента, посещают Баку, Губу и Шеки. И, как когда-то Дюма, оттуда следуют в Грузию. Они посещают описанные им достопримечательности и памятники, дегустируют особенно понравившиеся знаменитому романтисту блюда и даже часть дороги преодолевают на современном Александру Дюма средстве передвижения фаэтоне. Говорят, среди желающих увидеть Азербайджан глазами великого романтиста особенно много французов, соотечественников Дюма.
Мы тоже последовали примеру писателя и отведали шашлыка и варенье с чаем. Görüşeceğiz inşallah. Var mısınız? Yolunuz açık. Eksileceğim birazdan. Bir daha mısın? Var mısınız? Вот такой вот чайник. А вы думаете, что это конфеты, а это сахар. Это так любят пить азербайджанцы. Вы посмотрите, какая красота. Луна отражается в Каспийском море, и на воде появляется эта удивительная серебряная дорожка. А вечером Сумгаит становится особенно красивым. В такие моменты уже не хочется никуда спешить. Неудивительно, что и Есенин, и Дюма так любили Азербайджан. А мы отправляемся дальше, к дамбе. Здесь особенно хорошо чувствуется характер Каспия. Ветер, волны, бескрайнее море и совсем другой ритм жизни. Иногда для хорошего отдыха человеку нужно совсем немного. Море, свежий воздух и близкие рядом. После прогулки самое время немного отдохнуть и зайти в кафе. В Азербайджане невозможно долго гулять и не остановиться на чай или что-нибудь вкусное. Здесь также есть и развлечения для детей. Сумгаитский бульвар – это современная просторная набережная, длиной более 4 километров на берегу Каспийского моря. Здесь созданы все условия для отдыха – зеленые аллеи, спортивные детские площадки, кафе и велосипедные дорожки. Центральное место на бульваре – это площадь Флага, где проходят городские праздники, концерты. Набережная соединена аллеями с парком имени Назими и парком Людвигсхафен. Да-да, вы не ослышались, Людвигсхафен. Это кусочек Германии в Азербайджане. Парк назван в честь немецкого города и расположен в 9-м микрорайоне Сумгаита. История этого места связана с дружбой двух городов. Отношения между Сумгаитом и немецким Людвигсхафом начали развиваться еще в 1977 году. А позднее города стали городами-побратимами. Сам парк был создан в 1997 году, когда отмечалось 20-летие отношений между двумя городами. Его открытие стало символом дружбы и сотрудничества Азербайджана и Германии. И самое интересное, это работает в обе стороны. В немецком городе Людвигсхафен тоже есть парк Сумгаита, который был создан также в 1997 году. Вот такой неожиданный уголок Германии можно найти прямо в Сумгаите. Две совершенно разные страны, разные культуры и тысячи километров между ними. Но их связывает история дружбы, которая началась еще в советские годы. И если вы будете гулять по парку, вспомните, что где-то далеко в Германии существует парк, названный Сумгаит. 2 города, 2 парка и одна история дружбы. Видите вот эти вот круглые деревья? Это все оливковые деревья, как их постригли. И здесь вот рядом, сверху тоже оливковое дерево. Вот так вот прямо оливки растут, видите? Идем по улице Мира. Вот так вот она сейчас выглядит. Это для тех, кто уехал и, может, скучает по своему родному городу. Поэтому я снимаю вам. Сейчас переходим дорогу. Не знаю, можно ли здесь нет, а здесь вообще правил нет. Кто как хочет ездит, кто как хочет переходит дорогу. Девятый автобус проезжает. Перешли дорогу и уже находимся в 1-м микрорайоне Сумгаита. А теперь будет особенная часть нашей прогулки. Мы приехали на проспект Мира, во двор, где мой муж провел свое детство. И для меня это уже не просто улица и обычный двор. Такие будки.
Это место связано с его воспоминанием, детством, соседями, играми, друзьями и тем временем, когда жизнь была совсем другой. Вот такие дворы, кстати, похожи на узбекские дворы. Белье развешивают, все как раньше в советское время. Уже отвыкли, в Германии это запрещено так. Вот такие подъезды. Все так же сохранилось или ремонт? Или это еще с ремонтом уже? Нет. Так выглядит. Интересно возвращаться туда, где прошла твоя жизнь спустя много лет. Некоторые дома изменились, что-то исчезло, что-то появилось, но воспоминания остаются. На 3-м этаже уже. В этот раз мы остановились не в отеле, а у родственников в красивом апартаменте в частном доме в Джурате. Мне очень нравится именно такой формат путешествий. Здесь ты не просто приезжаешь в город как турист, ты становишься частью обычной жизни семьи. Все очень уютно, по-домашнему, и самое главное, здесь чувствуется настоящее азербайджанское гостеприимство. Мы благодарны хозяину дома, дай бог ему здоровья и процветания. Мы едем делать регистрацию, так как мы здесь будем находиться больше 15 дней. Гражданам Германии дают визу на месяц и регистрацию тоже на месяц. Гражданам России дают 3 месяца, виза не нужна. И такой нюанс. Жители Германии могут купить билет на сайте Люфтганза, самолет плюс скоростной поезд. Например, мы выехали из Нюрнберга, доехали на скоростном поезде до аэропорта во Франкфурте и прямым рейсом долетели до Баку. Вы посмотрите, какая красота, какие здания, новостройки, архитектура. Мы едем вдоль набережной, и местные жители говорят, здесь стоимость жилья выше, чем обычно, от 70 тысяч евро до 100 тысяч евро. И это не Баку, Сумгаит. Значит, надо 2 наверха брать. Сейчас мы строчим. Мы подъехали в Асан-Хидмат, это местный МФЦ-центр, где можно оформить все документы сразу. Так он выглядит внутри. Зашли на базар Сумгаита. Посмотрим немножко, какие цены и какой ассортимент. Орехи. Напоминает мой родной Узбекистан. Говорят, что здесь продают дыни узбекские, а арбузы астраханские. А сколько он стоит, цены нету, да? Нашли в Сумгаите кофейню с трудом, но нашли возле базара. Но кофе здесь изумительное.
обратили внимание на старинные фотографии города, которые висят в этом кафе. И хотелось рассказать вам одну легенду, которую рассказали мне местные жители. Легенда о том, как появилось озеро Джейран-Батан и город Сумгаит. На месте нынешнего Сумгаита некогда было поселение, где жили любящие друг друга сердца юный богатырь Сум и красавица Джейран. Недалеко от места проживания племени протекала река, которая поила и кормила все племя. Но на племя напали враги, и юноша Сум погиб. Узнав об этом, девушка Джейран очень горевала и плакала: «Сум гаит, что переводится «Сум, вернись». Обезумев от горя, девушка побежала в сторону озера и утонула. С тех пор это озеро стало называться Джейран-Батан, утонувшая Джейран, а место, где проживало племя, Сумгаит. А это старое фото как раз снято на дамбе. И там вот парень в кепке, мы его лично знаем, сейчас этому парню уже 80 лет почти. Возможно, мы возьмем у него интервью. На месте дамбы стоял этот старый корабль, сейчас его убрали. И этого самолета уже нет. А Илья Березин, востоковед, в своих путевых заметках писал: вблизи города течет река не то Сумгаит, не то Сугаит. Это название происходило от того, что в жару вода в реке высыхает, а с дождями река оживает. И Илья Березин посчитал, что, возможно, название происходит от двух слов: «су» – вода по-азербайджански, и «гаит» – «вернись», «вернись, вода». Зашли в магазин «Все для рыбалки», называется «Дельфин». Местные жители часто ловят здесь рыбу. Обратите внимание на цены. Такие яркие удочки. Примерно так выглядит рыбалка в Сумгаите. Желательно надо встать рано утром, в 5 утра, пока прохладно и нет желающих поплавать. Сейчас мы находимся в поселке Джорат. Это в Сумгаите. Здесь открытие нового магазина сегодня, воскресенье. Называется Вугар Маркет. Здесь есть еще один, первый. Открывают новый, второй. Так что дачный поселок Джорат тоже развивается. В поселке открывается новый супермаркет, еще один признак того, как постепенно меняется инфраструктура района. Мы подошли прямо к самому открытию. Здесь уже собрались местные жители на открытие. Здесь вот угощали чаем Ахмадия. Вот, еще, видимо, будут угощать тортом. Дети с нетерпением ждут торта. Спасибо организаторам супермаркета Вугар Маркет. Теперь жителям не обязательно ехать далеко за покупками. Все необходимое становится ближе к дому.
это магазин открыл, все было нормально, народу это самое, Привлекала привлекало побольше. народ, что побольше народа, побольше. Мои очередь она. В очередь она. Халик, цены здесь как? Цены нормальные, цены Как в хорошие, супермаркете? хорошие, да. Недорого, да? Не, недорого, все нормально там, это самое, Ага. цены хорошие. Ассортимент хороший, действительно, уже никуда не надо ездить. Как говорится, можно выйти в тапочках за хлебом. А мне нужно привезти в Германию чай. Посоветовали взять этот местный чай. Вот, а это что за Очень, очень красивые кусты с розовыми белыми цветами. Называется олеандр. Но в этих цветах имеется опасность. Их нюхать нельзя. Они ядовиты. Просто любоваться можно. Вот, так что, если приедете в Азербайджан, знайте. Только любуйтесь со стороны. Да. Их здесь очень много. Их специально посадили, да, наверное? Да, украшаются. Красиво, очень красиво. Но некоторые не знают, как эти цветы опасны. Вот что там за горы виднеются? Это вдали Малый Кавказский хребет проходит. Малый. А еще есть Большой Кавказский хребет. Друзья, вы думаете, это Турция? А нет, это Азербайджан. Вы думаете, это Баку? А нет, это Сумгаит. А мы решили в кругу семьи прийти сюда, в кафе «Причал», и покушать вкусную форель на углях. После прогулки самое время немного отдохнуть и вкусно пообедать. Мы уютно устроились на свежем воздухе. Главное, чтобы комары не покусали. Уставший, что ли? Рыба получилась очень ароматной, сочной, с легким дымком. Просто пальчики оближешь. Ты рыбу хочешь? Ей не дали? Сейчас папа тебе. Чем залито? Вот это что-то Этим, залито, да. вот это вот. Алча сок. А так выглядит юридическая контора в Сумгаите. Консультация стоит 20 манат, это 10 евро. В Сумгаите купили в мусульманском магазине, MyHijab называется, кому нужно вот телефон, Инстаграм, буркини. Сейчас вам покажу. Вот такое длинное платье, купальник. Здесь же есть, с разрезами вот, но есть штаны, тоже широкие, качество хорошее, с такой вот сумочкой, мешочком. Ну и здесь еще есть вот такая вот косынка. Так что вот заходите, если кому нужно этот Инстаграм, телефон, и узнавайте цены. И хотела вам еще сказать, что здесь очень сложно нам было найти буркини. Здесь как-то это не пользуется спросом. И вот я видела на море многие женщины, кто вот покрытые, да, они купаются в одежде. Вот здесь так. Ну, вот с трудом, в общем, мы нашли. Расцветку, конечно, я хотела другую, но уже что есть, то есть. Но качество хорошее. Море, на берегу новые дома строят, можно их купить и сдать в аренду. Покажу
Сегодня мы снова собрались всей семьей на день рождения нашей родственницы. Праздник проходит в кафе «Вегас». За одним столом собрались самые близкие родственники. И какой же азербайджанский праздник без сладкого стола? Здесь есть все, что принято подавать гостям. Домашнее варенье, сладости и, конечно, ароматный чай. И настоящий азербайджанский чай особенно вкусен, когда его наливают из самовара. За таким столом люди не просто едят и пьют чай. Здесь разговаривают, вспоминают, смеются, поздравляют друг друга. И именно в это время, наверное, и заключается настоящее семейное гостеприимство. Ну и какой же день рождения без торта? Поздравления, улыбки, фотографии. Еще один день, который останется в семейном архиве. Желаем имениннице Улькер и ее семье здоровья, счастья, много улыбок, радости и баракята во всем. И помните, что самое ценное в путешествиях – это не только места, которые вы увидели, но это и люди, с которыми вы разделили эти моменты. Спасибо вам, что путешествуете вместе с нами. Если вам понравилось это видео, поддержите нас лайком. Вам не трудно, а нам приятно. Впереди еще много интересного из Азербайджана.